Ну, в этот раз бюджетненько довольно. Нет. Мы заправили машину, и мы потратили только полбака. За эти полбака мы проехали 600 километров. Если бы мы были на Porsche, то мы бы, наверное, тратили полный бак за километров 200, 300, да? За 300. За 300 километров полный бак, который 57 литров. В общем, мы так прикинули, и эта машина в 3 раза экономнее. 4 раза экономнее, чем Boxster. У нас был расход 5 литров на 100 километров. Да. А топливо стоит примерно 180 рублей за литр дизеля. Сколько в России сейчас стоит дизель? Рублей 50-60? Наверное, да. Ну вот, получается, что топливо стоит в 3 раза дороже, но экономичность машины в 4 раза выше. Посмотрите, сколько машин, как много людей едут куда-то на выходные и обалдеть. Мы такого еще не видели. Очень здорово. Вау, какой-то планировался дом в горе. Ну, что-то пошло не так. Поход на 1400 градусов все еще было разрушено. Сейчас уже гораздо лучше. Посмотрим. В общем, мы уже зашли на территорию крепости. Вот она. Вход стоил около 1300 динар, по-моему, за двоих. И здесь есть разные 4 зоны. Нам разрешили только пройти по первой. Что значит эти зоны? Ты можешь подниматься все выше и выше и выше. Там есть черная зона, ты можешь подняться на самый верх этой крепости. Но так как у нас собака, нам запретили подниматься куда-либо, поэтому нам можно только в первую зеленую зону. Сейчас посмотрим, что там. Я думаю, что этого в целом будет достаточно. В том берегу уже находится Румыния. Мы сначала так удивились, когда увидели ветряки, потому что раньше в Сербии мы никогда их не видели. Оказалось, что это Румыния. Мике здесь тоже очень нравится. Мне кажется, ей нравится вообще во всех поездках с нами. Она, конечно, паникер и тревожная, но ей нравится. Отсюда мы вошли и сейчас пойдем
замку. Эта средневековая крепость построена в XIV веке. Кто именно ее построил, сербы или венгры, неизвестно, но до возведения крепости здесь жили римляне. В 1427 году Голубатскую крепость завоевали турки, выбив оттуда сербов, и в последующие столетия крепость переходила то к одному государству, то к другому. В разное время ею управляли турки, болгары, венгры, сербы и австрийцы, и только в 1867 году она перешла под контроль сербов и с тех пор уже оставалась в их владении. Вот здесь идет дорожка, где можно взобраться вон туда. Но это мы с Мики точно не осилим. И без Мики, я боюсь, тоже. У нас, как всегда, обувь не для скалолазания. Ну, у Вовы получше. Регулирование высоту. Какая? Вот это. Видишь? Вытаскиваешь вот этот штифт, опускаешь пониже, Точно. фиксируешь. И бабах! Да. А вот сюда, видимо, вставляется фитилек. Куда? Маленькая дырочка, сюда вставляется фитиль. Угу. Сперва сдуло, засыпается порох, закатывается ядро, и вставляется фитиль. Угу. Поджигаешь, фитиль горит и выстреливает, а пушка откатывается назад. Вау. Начиная с 50-х годов 20 века, после окончания Второй мировой, крепость пришла в запустение. Это был обычный заброшенный объект с тоннами мусора, бутылок и граффити на стенах. Но в 2014 году австрийцы с помощью финансирования Евросоюза начали масштабную реставрацию крепости и превращение ее в одну из главных достопримечательностей страны. Стоимость работ оценили в 6,6 миллионов евро. И всего за 2 года крепость стала выглядеть ухоженно, аккуратно и безопасно. Голубатская крепость, значит, крепость голубей. Эта крепость играла свою роль начиная с 13 века. Потому что стояла на границе между Венгрией и Сербией, а потом между Венгрией и Османской империей. В крепости 9 башен, высота которых колеблется от 20 до 25 метров, а толщина стен достигает 3 метров. Вот Сербия, вот Венгрия, вот Болгария, и вот крепость Голубас вот здесь. То есть она на границе 4 стран. А это что, интересно? 3. Бухарест. Бухарест. Валахия. Видимо, отдельное было такое царство. Прикольно. Вова, ты великан. Тут находится музей с амуницией и оружием средневековых времен. Руками трогать, конечно, ничего нельзя, но так хотелось потрогать кольчугу и почувствовать ее на вес. Выглядит очень странно. Кстати, еще здесь очень красивый вид на реку Дунай, а еще можно посмотреть небольшой фильм о крепости. Это, походу, туалет. Очень красивый вид, между прочим.
Тут везде такие железные покрытия с дырками, что Мике приходится ездить на руках. Микки, Микки, тебе не стыдно? Почему у тебя такие маленькие лапки? Объясни, пожалуйста. М? Что вы можете сказать свое оправдание? Да. Что вы хлебушек? Батончик. Все, мы идем в сторону машины. На улице очень жарко. Мы действительно прошли совсем немного, только по низу. Мы осилили одну башню, кажется, всего из Да. двух. Из двух открытых. Да, потому что очень жарко, очень крутые подъемы. И мы, честно говоря, устали. Так что хорошо, что нам посоветовали не брать более дорогой билет, где нужно забираться. Я не представляю, как люди поднимаются. Мне кажется, нужна специальная обувь, потому что босоножки скользят на камне. Так что, да, такие мы, конечно, хайкеры. Или как их называют. Не очень. Но впечатление классное, потому что крепость очень крутая, ничего не скажешь. Впечатляет, очень впечатляет. Я почему-то думала, что это будет замок, там можно будет посмотреть какие-то комнаты, спальни, но это просто оборонительная крепость. И все. Здесь облагораживают территорию. Вообще красивое место, так на один раз съездить здорово. Тут очень милая набережная с кафешками на берегу. Сейчас пойдем пообедаем. Чего у них 3? 3 коня. У кого? У них. Шок. Как слышишь? Запах сейчас откроется аллергия. Приехали в какое-то второе очень популярное место. Мы приезжали огромное-огромное озеро. Это, наверное, его часть только. Но мы не взяли купальники. Поэтому мы сегодня не купаемся. Жалко. Походу, вечером здесь будет какой-то концерт. Как вам вид? Как вам концерт с таким видом? Тут крепость. А тут вода. Класс. Я бы послушала. Крепость Арам построил турецкий султан Баязид II в 1483 году для защиты северной границы Османской империи от нападений сербов и венгров. Фундамент имеет неправильную пятигранную форму. Все башни имели подвальные помещения и 3 этажа, где в оборонительных стенах сооружены бойницы для пушек. Как она выглядела до реконструкции. Ну, зеленый уже это просто хорошая трава. Угу, теперь тут дорожки. Да, сделали дорожки. Класс. А, ты думаешь? Где? Точно, он черный. Вау. А, это была какая-то комнатка. А здесь просто окошки. 1, 2, 3. А вот тут мы зашли. Сейчас пойдем наверх. В центральной части крепости сохранились остатки мечети и каменные камины, редкие в средневековых постройках этого региона. Эти печи были обнаружены во время археологических раскопок, и каждая имела свой собственный дымоход, встроенный в стены. Крепость в целом имеет другое внутреннее устройство, чем другие крепости того времени. Прохожу по росту, прям тюзелька в тюзельку, сейчас покажу. Остается сантиметров
6, наверное. Офигеть, прям для меня. Немного страшно. Только что мы были вот там. А, Боба с Микки уже вон где. Ничего себе, вы быстрые. Микки, привет! Как красиво. Вау. Ну-ка. Похоже, будет чувак петь на гитаре. Гитаре играть и петь. О, здорово. С таким видом, мне кажется, любая песня прекрасна. Ух, так высоко. Попробуем подняться туда. Какая-то непонятная постройка. Круглая. Башня внутри замка? Ну, да, высокая круглая башня. Может. По-моему, нам этот замок нравится больше, потому что здесь можно походить везде, полазить. В том было слишком туристически все. Вообще, посмотрите, как классно. И народу никого нет. Турки крепость построили. Как трудно подниматься. Здесь лестница, наверное, высотой в полметра. Каждая ступенька. Еще и жарко, очень тяжело. Еще и на той крепости мы уже находились. Полная реконструкция крепости Рам началась в 2017 году. Фундамент был построен с нуля. Реставраторы использовали те же материалы из соседнего сланцевого карьера, которые использовались для постройки оригинальной крепости. Использовались только деревянные балки, а реконструкция проводилась без использования цемента, добавок для бетона и железных стержней. Вместо современных обычных кирпичей были изготовлены специальные для реконструкции. Мы вчера вернулись очень поздно. В общей сложности мы проехали 510 километров. И обратную дорогу я была за рулем, поэтому ничего не снимала. Но что я хочу сказать, что нам безумно понравилось это путешествие. Первая крепость была более туристическая, и потом я прочитала, что в первую очередь туристов возят именно туда, поэтому там так было много людей. И нам понравилось, но гораздо комфортнее было, конечно, на второй крепости, где никого не было. Можно было везде спокойно полазить, было не так высоко и уже не так жарко, а еще к тому же можно было искупаться в озере. Поэтому, если вдруг вы захотите посетить какую-то крепость, то мы рекомендуем вам вторую, которая называется по-сербски Рамска Тварда, кажется так, или крепость Рам. И все ссылки на Google Maps я оставлю в описании, так что вы можете их там найти. И это все. Увидимся в следующих сериях.